Всем привет! Сегодня снова с вами Human Peach, и я сегодня такая не проснувшаяся, потому что я решила сразу, как встала, записать озвучку для вот этого спидпейнта, потому что решила, что я могу позволить себе делать много контента, вот, только не знаю пока, насколько информативный он будет. Но хотелось бы, конечно, чтобы он был информативный, а не какая-то дичь, которая сейчас просто повсюду. И да, если вы со мной не знакомы, я Human Peach, я художник, вы можете подписываться на меня в моем инстаграме, там я выкладываю посты очень часто. И, наверное, все, что я могу сказать о себе. Как вы поняли, сейчас я рисую акрилом и маслом, и, конечно же, не забывая про акварель, она все-таки преобладает у меня. Вот, а работы как раз-таки акрилом и маслом я выкладываю очень редко, потому что мне сложно их, во-первых, вписать в свой профиль, и на самом деле просто мне пока особо нечем делиться. И я бы хотела поговорить о том, как я начала рисовать акрилом и как вообще я учусь рисовать акрилом. На самом деле все просто, я просто давно на проекте в Дубае начала рисовать акрилом, потому что это был единственный материал, который мог держаться очень долго, и материал, которым я могла рисовать на стекле. Если простым языком говорить, то я никак не училась рисовать акрилом, я просто взяла акрил Декола, самый дешевый, и пробовала рисовать на оргстекле. И, в общем-то, наверное, вот так я и начала рисовать акрилом. Потом, как я уже приехала в Россию, у меня уже достаточно было своего акрила. Я приобрела книжку в творчество про акрил. Это просто больше для развития, чем для практики, потому что для меня книги это просто какое-то новое дыхание, новая информация, и там чаще всего находится информация, про которую я могла уже давно забыть. Откуда я могла знать ее, я фиг знает. Потому что обычно я листаю книжки такая, типа, о, точно, я забыла про это, что можно было так делать. И как раз-таки самый легкий способ того, чтобы научиться рисовать акрилом, это как раз-таки только практика, только испытание материалов, и поэтому просто берите краски. Конечно, вы можете почитать в интернете там самые необходимые материалы. В основном для акрила это кисти синтетические, сам акрил. Если вы хотите поэкспериментировать, но для новичков, я думаю, это не нужно. Это всякие медиумы, разбавители, добавители. И, в общем, наверное, скорее всего, вам понадобится замедлитель высыхания, чтобы медленнее работать с акрилом, потому что он действительно очень быстро высыхает, и уже на бумаге, на холсте вы не сможете сделать крутой замес какой-то, вот, вам сразу нужно будет на палитре намешивать определенные цвета и успеть их использовать, потому что они действительно очень быстро высыхают, я не типа бешусь, но в этом и прелесть акрила, потому что каждый материал создан для определенного художника, для его интересов. То есть есть много техник, которые подходят только для масла. Это суперреализм, проработка маленьких деталей, очень плавные переходы. Это для таких любителей, для вот таких художников, которые любят все вот это. А акрил — это более свободный материал, потому что там уже будут крупные мазки, хотя можно и это сделать, конечно же, маслом. Я просто сказала о том, что для каждого художника найдется свой материал. И к материалу просто нужно либо привыкнуть, либо изучить его и перейти к другому, если он вам не понравился. Вообще, мое видео данное не несет какой-то информации, вы можете посмотреть за процессом, как я рисовала девушку акрилом. Это, наверное, первая моя удачная девушка, вот, потому что у нее получилось такое свечение на лице, мне так показалось, на самом деле, потому что в жизни всегда работа выглядит намного иначе, они совсем другие, особенно по цветам. А еще я не стремлюсь делать акриловые работы супер сейчас проработанными, потому что, во-первых, я новичок в этом материале, потому что я считаю себя новичком, и я пытаюсь за счет таких маленьких форматов, маленьких быстрых процессов изучить сам материал, понять, как он себя ведет и как мне лучше стоит наносить мазки, потому что когда ты изучаешь акварель, это совсем другой немного процесс, хотя ты там также анализируешь и в последующем понимаешь, как тебе рисовать. Тут то же самое, и поэтому я советую вам делать такие же зарисовочки небольшие на маленьких форматах, не стремиться их делать очень долго, а тратить на них мало времени, то есть там, полчаса, возможно, час, прям максимум, чтобы было. И раз я начинала говорить про книги, то я скажу вам, что да, видео будет. Скорее всего, я просто вам в основном перечислю названия и не буду очень сильно расписывать книги. То есть это будет не полноценный обзор, потому что я буду сразу показывать очень много книг, и все. И типа делать им очень маленькое повествование, чтобы вы поняли, для чего они, для кого и стоит ли вообще их брать.
Наверное, последнее, что бы я хотела сказать, это то, что когда вы рисуете любым вообще материалом, независимо это акрил, масло, та же акварель, не бойтесь, потому что акрил можно перекрыть, можно перерисовать, можно замазать и начать заново. В акварели вам уже придется попрощаться с дорогим листочком бумаги, пострадать. Вот. Ну, не страдайте только, не страдайте. Вот. А в акриле и масле вы можете это перекрыть, соскребсти, и это как бы упрощает немного вот мысли в вашей голове, потому что когда ты боишься испортить, твои движения такие типа не очень уверенные, и это всегда сказывается на работе. Поэтому просто, когда вы рисуете, расслабляйтесь и не думайте, что вас должен кто-то оценивать. В этом вся и проблема, что художника не надо оценивать, потому что особенно новички, когда они только в начале процесса, да даже не новички, они всегда изучают себя, они всегда пытаются продвигаться вперед, и это не всегда какие-то супер большие шаги, это бывает очень маленькие, особенно в начале, когда у тебя нет никакой базы знаний, и ты, возможно, не уверен, и вокруг все говорят, что ты отстойный, типа, плохо рисуешь, вообще рисование это для лохов, это не солидно, или еще что-нибудь такое, знаете, там, типа, кем ты будешь в взрослой жизни, художником? Ты умрешь и сопьешься, не знаю, какие там у взрослых людей стереотипы о творчестве художника, хотя сейчас, если посмотреть, художники зарабатывают достаточно хорошие деньги, и они живут, скорее всего, получше многих, вот так. В общем, не ссыте, не бойтесь и просто рисуйте. Это должно вам доставлять в первую очередь удовольствие, потому что если вам не доставляет это удовольствие, то, скорее всего, это не ваше дело, это не ваше хобби. Так что, не знаю, надеюсь, вам помогло как-то, чем-то это видео. И, конечно же, я жду вашу активность, ваши комментарии, лайки, поэтому всем пока и до свидания. Кстати, я сейчас думаю, что мне делать, потому что, в общем-то, я снимаю только на телефон, у меня нет петлички, поэтому мне приходится всегда сидеть у камеры очень близко. Но я хочу снимать какие-то видео онлайн, то есть прямые эфиры или какие-нибудь еще штуки, чтобы, как сказать, вы видели, как я, не знаю, сижу, рисую и делаю лицо вот так. Потому что, не знаю, я не умею спокойно рисовать, в том плане у меня почему-то всегда какая-то оживленная мимика на лице. Прикол в том, что нельзя камере к телефону подключить петличку или что-то такое, потому что вроде это точно нельзя, потому что мы читали, и это невозможно, можно петличку подключить только к камере. А камера стоит хорошая, очень дорого, и пока, наверное, вот когда я наберу 1 000 000 просмотров на видео своем каком-то, то, наверное, я куплю себе камеру. Это вот такой, знаете, челлендж. И вообще, кстати, я забыла сказать, что я подумала, что я никогда не относилась к Ютубу очень серьезно, потому что, не знаю почему, потому что он мне, во-первых, не приносил деньги, я получала говно в комментариях, но сейчас я вижу, что некоторые люди все-таки поддерживают меня, и мне это очень приятно, и я подумала, что все, мне нужна какая-то цель конкретно на Ютубе, и я подумала, что я должна заработать... 50 тысяч подписчиков у меня, скорее всего, будет скоро, потому что у меня где-то за месяц подписывается 5 тысяч человек, может, там за полгода, конечно, не знаю, как получится. И я подумала, что я должна до конца года набрать 100 тысяч подписчиков, и я думаю, это прикольная мотивация, чтобы снимать видео. И, конечно, я всегда жду вас в комментариях с вашими предложениями, и я постараюсь сделать много контента. Всем пока и всем пока. Ой, если бы я сделала на большой экранчик самые первые кадры этого видео, то вы бы ужаснулись, какие у меня маленькие глаза, когда я только проснулась. И, наверное, они сейчас не очень большие.